Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим немного о географии Евразии. Интересные факты о Кавказе. А для начала попрошу вас подписаться на канал, этим вы очень поддержите нас. Мы будем стараться чаще снимать интересные, красивые видео. Всем спасибо. Ну а теперь начнем. Отличная возможность узнать больше о географии Евразии. Люди, живущие в данном регионе, отличаются гостеприимством, понятием чести и справедливости. Пейзажи местности приводили в восторг многих путешественников и писателей, которые затем делились своими впечатлениями в собственных произведениях. Итак, перед вами самые интересные факты о Кавказских горах. Горы – настоящий источник природных чудес и красоты. Они манили художников, поэтов, туристов, ученых со всех концов света. Кавказские горы, находящиеся на нашей и не только нашей территории, особенно прекрасны. Снежные пики сочетаются с живописными склонами, лесами и горными реками. Озера, пещеры, луга и удивительные животные заставляют местных жителей восхищаться красотой родных краев. Простота, с которой можно добраться до подножья гор, радует и манит альпинистов не один десяток лет. Сегодняшний наш список раскроет 10 интересных фактов о величественных Кавказских горах. Горы Кавказа способны удивить даже самого избалованного туриста и геолога. Хвойные красивейшие леса, горные реки с их безумным течением. Настоящие альпийские луга. И царапающие небо пики. Есть еще одно чудо, которое скрывается в самих недрах гор. Десятое место. Самая глубокая в мире пещера. Ее глубина составляет 2191 метр. Называется это уникальное природное явление Крубера Воронья. Обнаружили пещеру в 1960 году. Группа туристов-любителей, которые осмелились спуститься на глубину лишь около 100 метров. Спустя 8 лет состоялся второй спуск в пещеру. Они достигли уже 210 метров. После этого исследования пещеры дали второе имя – Сибирская. Спустя 10 лет в пещеру на глубину уже 340 метров рискнули спуститься киевские спелеологи. Они называли ее Вороньей. После этого она стала называться уже привычным нам именем. Только в 2004 году пещера была изучена на 2 километра вглубь.
Крубера-Воронья имеет карстовое происхождение. Длина ее всех коридоров составляет целых 16 километров. Ученые утверждают, что 2-километровые показатели глубины – это еще не предел, и в скором времени мы услышим о новом рекорде самой глубокой в мире пещеры. 9 место. Кавказские горы находятся на территории 4 стран. Чтобы лучше понимать, насколько горы велики и массивны, стоит сказать, что территория страны Таджикистан чуть меньше площади, занимаемой горами. Хребты Кавказа растянулись на огромные территории, и целые 4 страны могут похвастаться наличием у них этих гор. Это Россия, Азербайджан, Армения и Грузия. Кроме них, частью Кавказа владеет и одна из стран, признанная не всеми странами мира – Абхазия. Горы Кавказа отличаются своей красотой и величием. Очень высокие, покрыты ледниками, и склоны их расчерчивают множество рек и украшают леса. 8 место. Самая высокая точка Кавказского горного хребта является гора Эльбрус. Ее высота 5642 метра. Эльбрус становится Меккой для альпинистов со всех уголков планеты. Кроме высочайшей точки Кавказских гор, этот гигант является самой высокой горой в России и входит в список самых высоких гор 6 частей света. И один интересный факт о Эльбрусе – это то, что это не просто гора, а настоящий вулкан, уснувший много тысяч лет назад. Шапка из 23 ледников украшает эту гору, у которой целых 2 вершины, отличающихся по высоте всего какими-то 20 метрами. Все реки, стремящиеся вниз с горных вершин и склонов Кавказа, устремляются прямиком в Черное море. Их скорость из-за крутого спуска настолько велика, что лед просто не может образоваться на них. Они подпитываются талой водой от ледников и снежных шапок, а также их насыщают обильные осадки, выпадающие в некоторых регионах. Шестое место. Тот факт о преобладании хвойного леса. На территории Кавказских гор преобладает хвойный лес. Эти леса очень похожи на привычные нам еловые. Деревья выполняют множество очень важных функций. Помимо известного всем вырабатывания кислорода, мощные корни хвойных деревьев держат почву прочной хваткой, защищая землю от обвалов и оползней. На кавказской территории растут реликтовые деревья, такие как огромные сосны, чья кора имеет красный и черный цвет. Их возраст может достигать 500 лет. Среди этого хвойного изобилия встречаются вечно зеленые кустарники, дубы и альпийские луга. Пятое место. Суммарная площадь ледников Кавказских гор достигает 1400 квадратных километров.
Ледники – это многолетние скопления льда, которые появились благодаря атмосферным процессам. В ледниках же хранится ценная для человека пресная питьевая вода. Их количество настолько огромно, что занимает 11% всей поверхности Земли. Ледниками покрыты практически все горы на Земле. И Кавказские горы не стали исключением. На одном только гиганте, именуемом Эльбрус, находится 23 ледника, чья общая площадь равна 134 квадратных километров. 4 место. Интересный факт Кавказских гор. Они оказывают значительное влияние на климат европейской части, защищая одни регионы от проникновения на их территорию холодных ветров и снежных заносов, а другим помогая не выпускать теплый воздух. Значение этого природного барьера особенно заметно в зимний период времени. Рельеф Кавказских гор влияет также на частоту и количество осадков, увеличивая их выпадение при прохождении территории Кавказа. 3 место. Кефир был изобретен на Кавказе. Многие с детства любят молоко, которое насыщает организм кальцием, полезным для костей и иммунитета. Молоко пьют уже тысячи лет, начиная с материнского, которое человек впервые вкушает сразу после рождения. Кто был первым человеком, который попробовал коровье молоко, установить невозможно. Да и это и не важно. Из молока делают любимые всем йогурты, сладости. Молоко является важным ингредиентом для большого количества блюд, без которых мы уже не можем себе представить. Из него же получают полезный напиток, называемый кефиром. Кефир пьют и пили огромное количество людей, не только в России, но и далеко за ее пределами. Изобрели кефир на Кавказе. До сих пор звание первооткрывателя особой кефирной закваски оспаривает несколько народов Кавказа. 2 место. Все знают, что Россия очень многонациональная страна. На территории ее проживает очень много людей, различных национальностей и народностей. Но особняком в этом плане стоят Кавказские горы. На их территории и окрестностей проживают 5 десятков народностей, разговаривающих на 20 различных языках. 1 место. Здесь несколько веков назад водились леопарды. Леопард – это очень большая и довольно опасная кошка, которая живет почти 20 лет и очень быстро бегает. Обитает данный вид кошачьих преимущественно в Африке и южной части Восточной Азии. Несмотря на широкий ареал обитания и грозный вид, леопард занесен в Красную книгу, как животное, находящееся на опасной близости к вымиранию. Территория, на которой леопарды привыкли обитать и чувствовать себя хозяевами, сокращается из-за изменения климата и пагубной деятельности человека. Этот печальный факт доказывает и то, что всего пару веков назад леопард чувствовал себя как дома у подножия Кавказских гор. Всем добра. До новой встречи.